Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. Меня зовут Полина. Ну что, кромки и мелкие обрезки? Вы по ним соскучились. Заказывала ткани в интернет-магазинах. Шила постельное белье. Кромки накопились. Будем шить красоту. Решила скомбинировать с джинсовой тканью. Готовлю выкройку. На листе бумаги рисуем сердечко. Как нарисовать ровно? Сначала рисуем квадрат, а потом сверху рисуем два полукруга. Радиус окружности равен половине стороны квадрата. Шить буду по тканевой основе. Ткань светлая, контур просвечивает. Можно просто наложить ее сверху на выкройку и обвести. Естественно, при шитье мне надо будет примерно на 1-2 сантиметра выйти за этот контур, поэтому деталь вырежем с запасом. В центр основы накладываем самый яркий, красивый лоскуток пятиугольной формы и начинаем его обшивать нашими кромками. У кромок один край уже обработан, поэтому шьем сразу по лицевой стороне. Лишнее подрезаем. Технология пошива crazy. Цвет лоскутков – полная импровизация. Но в центр композиции все-таки возьмем ткани потемнее. Второй ряд более светлые. Если обрезок с открытым краем, то его можно просто подвернуть и прошить. Так шьем и шьем, заполняем основу. Ориентируемся на нарисованный контур. Достаточно, если мы на сантиметр будем выступать за край. Ох уж эти взаимоотношения мужчин и женщин. Муж говорит жене: дорогая, вот уже 10 лет на вопрос о твоем возрасте я отвечаю, как мы и договорились, 31 год. Ну извини, но мне уже неловко. Как-то неловко. Нет, пускай все знают, что ты не из тех, который сегодня говорит одно, а завтра другое. Сердце мое. В качестве вспомогательного материала можно взять нетканую салфетку для уборки и на ней нарисовать контур. Вырежем с учетом припусков на швы 1,5-2 сантиметра. Подготовим основную ткань. Определим место, где мы будем делать нашу аппликацию. Подготовим выкройку. Вырежем нужное отверстие. Можно прикинуть, посмотреть, как будет выглядеть наша цветная деталь, чтобы не было пустых участков. К джинсовой детали в нужном месте прикладываем нашу желтую вспомогательную часть и закалываем ее булавочками. По контуру сердечка прокладываем строчку. Вырежем внутреннюю часть этой детали. Оставляем небольшой припуск на швы. По внутренней части сделаем надрез, чтобы эту деталь можно было хорошо и чисто вывернуть. И еще надрезы надо сделать и по внешнему контуру, но надо будет подрезать только желтую деталь. Всегда, когда делаю покупки, вспоминаю анекдот, когда два мужика беседуют: зачем ты купил такой дорогой сервиз? Но это чтоб жена не доверяла мне мыть посуду. Контур сердечка прошьем иголкой с ниткой, а потом хорошо проутюжим. Посмотрим, как лучше будет смотреться эта внутренняя часть. Края заколем булавочками и по краю проложим строчку. Если вы новичок, то лучше сначала эти детали пришить иголкой с ниткой, потому что если что-то пойдет не так, то ваша аппликация может просто выпасть. Отделочную строчку мы прошивали без закрепок. А для того, чтобы шов не распускался,
Концы ниток уводим на изнаночную сторону и связываем между собой, а потом подрезаем. После этого удаляем наметку. У нас немного проглядывает желтый контур, но это так и задумано. Придает работе дополнительную декоративность. И, конечно, все мы хозяюшки. Мужчина жену спрашивает: никак не могу найти заварку. Ой, ты вечно ничего не можешь. Заварка в буфете, на верхней полке, в банке из-под кофе, на которой наклейка «соль». Девочки, милые, я вам показала идею, как выполнить обратную аппликацию, которая может украсить декоративную подушку, сумку, куртку, замаскировать дырки на коленях у порванных джинс. Но, естественно, я этого так не оставлю. Я пойду подумаю, что можно сделать с этим дальше. И, может быть, вы что-нибудь подскажете. Напишите обязательно. И, конечно же, подписывайтесь на канал, нажимайте на значок колокольчика, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Полина. Всем пока-пока и до новых встреч!